Всем привет! В прошлом видео я рассказывал, как делать слайды в презентации. Сегодня я расскажу о том, как эти слайды анимировать между собой и делать прикольные переходы, чтобы ваша презентация выглядела профессионально и привлекала внимание аудитории. Поехали! У меня уже заготовлены слайды, чтобы показать самое главное. Если по прошлому видео было непонятно, как делать слайды, пишите в комментариях, я сделаю еще какой-нибудь дополнительный ролик, возможно. Начнем с простого перехода между слайдами. Вот у меня есть слайды, первый слайд и второй слайд. Я их сейчас отдельно вынесу. Значит, во-первых, что нужно? Нужно перейти в режим прототипирования. Это можно сделать сочетанием клавиши Shift-E, либо можно переключаться вот в этом окне на прототип. В режиме прототипа, когда мы выделяем какой-то объект, у него появляется возможность такой стрелочкой перевести к следующему слайду, на который будет по клику произведено какое-то действие, какая-то анимация. Еще мы выделяем первый слайд и ставим здесь Flow Starting Point, то есть это начальный слайд, обозначаем его как начальный слайд. Вот, смотрите, я сейчас делаю режим прототипа. У нас есть первый слайд, нажимаю клик, появляется второй слайд. Это супер простой переход, но такими переходами вы никого не впечатлите, поэтому дальше будем делать переходы через смарт-анимацию. Что для этого нужно? Значит, мы берем, как вообще устроена анимация. Каждый слой имеет название, и он в смарт-анимации ищет тот же самое название и новое положение. Он отстраивает позицию, как должен измениться, и при переходе принимает это положение. Итак, давайте разберем, как поставить смарт-анимацию. Смарт-анимацию, чтобы поставить, нужно кликнуть на стрелочку, выбрать Smart Animate и дальше выбрать какой-то кривую анимации. Easy in, easy out, easy in and out. Это наиболее популярные типы анимаций, описывающие кривую движения. Она похожа на естественное движение. Есть еще линейная анимация, которую не советую использовать, только в отдельных случаях. В большинстве случаев вам подойдет Easy In and Out. Если вам интересно, про это можно, в принципе, отдельно рассказывать. Я сейчас не хочу удлинять видео. Коротко используйте Easy In and Out. Про время нужно смотреть. Если большие объекты, то лучше больше времени задать. Если небольшие объекты, то 300 миллисекунд может быть достаточно. Вообще считается, что 100 миллисекунд это достаточно быстрое движение, какое-то там, например, которое подмечает глаз. Это может быть какой-то маленький элемент. Если большой элемент, он должен быть медленнее двигаться. Вот, поставим пока 600 и будем корректировать. Если просто мы поставили, ничего не произойдет. Вот смотрите, я перейду в анимацию. Произойдет такой плавный переход, но ничего особенного. Нам нужно сделать что-то интересное. Для этого мы на второй слой копируем элементы с первого слоя и показываем, как они будут двигаться там. То есть я их беру и увожу, например, за край презентации. Пусть они отъезжают и еще меняют opacity. Я сейчас нажал на цифру 5. Это означает, что я у этого слоя сделал видимость 50%. А вот этот элемент пусть просто становится невидимым и уменьшается в размерах. Для этого я кнопкой K вызываю масштабирование. Придерживая Shift, я уменьшаю. Смотрите, что у нас сейчас получается. Видите, то есть у нас первый слайд начинает растворяться, но при этом второй слайд как бы сам по себе появляется, и это тоже некрасиво. Чтобы это исправить, мы делаем то же самое, копируем со второго слайда на первый слайд. Вот.
Соответственно, при смарт-анимация будет смотреть, какие названия слоев есть в каком положении, и произойдет то, что нам нужно. Давайте проверим. Слои называются также, группа называется также. Очень важно смотреть про нейминг. Если нейминг совпадает, то значит анимация будет работать. Смотрите, в режиме прототипирования, когда я нахожусь и выбираю какой-то слой, он также подсвечивается на следующем слайде. Видите, вот, например, я сейчас выберу вот этот фрейм со мной, и он подсвечивается, что он вот такой маленький на следующем слайде. Так, давайте сделаем что-нибудь посложнее. Например, этот текст будет вылетать снизу. Я убираю его вниз максимально. И вот здесь есть картинка, которая тоже скрыта. Давайте я вам покажу. Вот она, 10% opacity, 100% opacity, двойной клик по нулю, 0% opacity. И мы его неправильно скейлю. Вызываем scale горячей кнопкой K и тоже уменьшаем. Давайте посмотрим, что у нас получается. Запускаем анимацию. Оп, интересно. То есть, как так получилось? Мы изображение уменьшили и перевернули, и текст выезжает снизу. Прикольно, мне нравится. Поехали дальше. Еще один слайд заанимируем подобным способом. Повторим операцию. Смотрите, главное не скопировать то, что нам уже не нужно. Нам нужно скопировать только вот эти два слоя, потому что они видимые. На следующем слайде они не нужны, предыдущие с первого слайда. Не создавайте усложнений в своих слайдах. Если вы будете все тащить, презентация будет весить очень много, и это не очень хорошо. Значит, давайте у нас этот текст таким же способом, как и заголовок из первого слайда, уедет куда-то туда. Эта фотка просто исчезнет и уменьшится в размерах. Это достаточно простые и эффективные приемы, поэтому не думайте, что они такие простые и надо что-то посложнее придумать. Не обязательно, они очень хорошо работают. Так, смотрите, здесь у нас так фрейм хорошо собран. Иногда это мешает. Это полезно, когда вы делаете дизайн классный. Автолайауты мешают во время работы над презентациями. Я могу тут заморочиться, но будет сложнее. Проще убрать автолайауты. Мы можем убрать либо сочетанием Shift-Command-G. Я разобрал пространство автолайаутов. Либо я могу нажать вот здесь на минус. Учите горячие клавиши, точно не будет лишним. Здесь я тоже Shift-Command-G разбираю вообще все элементы и убираю это все в группу, чтобы все-таки был порядок. Эту группу я копирую и переношу на слайд, который был у нас до этого. И вот сейчас нам надо подумать, как бы эта анимация могла летать. Ну, то есть появляться. Я бы картинки разместил сверху, сделал бы у них opacity, видите, нажимаю 50 и стало opacity 50%. Тексты и заголовки пусть пролетают снизу. Почему нет? Убираем, тоже меняем opacity до нуля. Вот, и они прилетают сюда. Так, переходим в режим прототипирования, Shift-E. Смотрим, где эта картинка находится у нас в новом слайде. Ага. Так, и здесь есть еще вот этот вот текст. А где он находится у нас? Ага, он нигде не находится. Видите, на этом я его выделил, на этом фрейме я его не вижу. Я его вставляю, и пусть он тоже снизу появится. Смотрим на результат. С самого начала. Нажимал и не сработал, потому что я забыл сделать самое главное. Делаю стрелочку к новому слайду, смотрю на Smart Animate, Easy Out. Поскольку у нас здесь больше объектов, я сделаю 800 миллисекунд. Итак, смотрим, что у нас получилось. У нас получилось первый слайд. Мы делаем клик,
у нас появляется описание, клево прилетает картинка, и теперь преимущество прилетает сверху в виде изображения, а текст прилетает снизу. Еще раз. Прикольно. Если хотите, можете поиграться со скоростью, медленнее, быстрее и так далее. Тут уже на ваше усмотрение, какие объекты нужно смотреть. Если объекты крупные, им нужно больше времени на появление. Если объекты мелкие, меньшее время. Обычно 300 миллисекунд это считается маловато, то есть это для маленьких объектов. Где-то 800 это для крупных объектов. Разберем еще один вариант, когда нужно сделать анимацию внутри слайда. Например, скролл в приложении. У нас есть приложение. Так, опять скейлим. Вот у нас есть приложение, и мы хотим показать, переключившись на этот слайд, как у нас оно скроллится. Это нужно сделать, чтобы внутри слайда была анимация. Для этого мы используем компоненты. Я беру этот слой, отдельно нажимаю Shift-Command-K, создаю компонент. Как еще можно сделать компонент? Можно нажать вот эту верхнюю кнопку Create Component. Учите горячие клавиши. Про это есть видео. Обязательно. Значит, мы создали компонент. Далее, внутри этого компонента нужно сделать анимацию. Что мы делаем? Возвращаемся при помощи Shift-E на вкладку «Дизайн». У компонента есть возможность создать варианты. Мы делаем Properties, Variants и добавляем еще один вариант. Внутри вариантов тут мое построение. Я на самом деле взял этот дизайн из комьюнити. Что я делаю? Вот эта вот группа, она внутри содержит вот этот фрейм весь с дизайном этого приложения. И я его перемещаю вниз. То есть во второе положение, как это будет выглядеть по итогу при конце анимации. Мы находимся в компоненте. Мы сделали два варианта. И внутри теперь вариант мы делаем анимацию. То есть вот такой порядок действий. Немного может быть сложно, но это только поначалу. Смотрите, все здесь то же самое. Переходим на вкладку «Прототипы» и ведем стрелочкой к следующему слайду. Выбираем Smart Animate. И помните, я вам говорил здесь Easy In and Out, но вот здесь как раз линейная анимация будет вполне уместна. Но на скорость надо смотреть. 800, может быть, даже 1 секунду поставить. И посмотрим, что у нас получится. И более того, запуск должен быть автоматически. То есть, видите, мы здесь on-click меняем на автоdelay. Значит, после небольшого времени, после 100 миллисекунд, будет линейная анимация. И также я делаю этот слайд обратно, тоже после небольшой задержки. Пусть задержка будет в 300 миллисекунд. Он полетит вверх. Easy in and out. Давайте поставлю, чтобы он побыстрее чуть-чуть полетел вверх. И сделал это за 500 миллисекунд. Посмотрим, что у нас получится. И смотрите, важный момент. Я беру этот компонент. Здесь у меня не компонент сначала стоял. Я беру и его заменяю. Shift, Option, Command, V. Он меняется в тех же пропорциях, которые нужно. Если просто я нажму Command V, у меня он ставится поверх. И даже вот видите, он попал вот здесь в слоях, он попал вот внутрь фрейма. В общем, это очень корявое будет построение. Переносить вот это не очень приятная процедура, и это вас очень тормозит, особенно если вы ошибку не заметите. Короче, возвращаю, показываю, как надо делать. Вы выбираете этот слой, вы выбираете, копируете компонент, Shift, Option, Command, V. Вы вставляете. Вставляете взамен того выбранного слоя, который был. Вот. И теперь
Давайте здесь поставим начальный Flow 2, то есть презентация, перехожу сюда, выбираю Flow 2, и мы смотрим, как здесь анимация будет двигаться. Анимация работает слишком быстро, очень быстро. Давайте смотреть, что можно сделать. Сделаем 2 секунды, а обратно будет, во-первых, задержка, чтобы мы могли там что-то рассмотреть, и возвращаться она будет в течение 1,5 секунды. Так, обновляем анимацию. Вот уже более понятнее становится, но все равно быстро. Поэтому я ставлю аж 3 секунды. Обновляем. То есть спикер в данный момент может рассказывать про какие-то преимущества приложения, и приложение в этот момент скроллится. Тут немножко корявый дизайн, но мы про презентацию, а не про дизайн. Извините. Вот. Я бы еще, знаете, сделал задержку в самом начале, потому что хочется, чтобы мы посмотрели на этот дизайн. Одну секундочку. И он поехал. Посмотрели, откатился наверх. Итак, мы разобрали 2 способа анимации. Значит, анимация слайдов. Первая часть. У нас слайды перелетают один в другой. Красиво при помощи спецэффектов. И второй тип анимации – это анимация внутри слайда, когда вам нужно показать какое-то движение, причем его можно зациклить, можно сделать, чтобы оно повторилось один раз. В общем, классно, пользуйтесь. Спасибо за просмотр. Мы разобрали варианты, как сделать переходы между слайдами и внутри слайдов. Надеюсь, ваша презентация благодаря этим знаниям станет еще круче, интереснее и увлекательней. Обязательно закрепите свои знания на практике, попробуйте на своих проектах. И если у вас появляются вопросы, пишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся в следующем видео. Пока!